Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом вкуснейшего и очень нежного торта, который очень просто готовится, торта «Золотая молочная девочка». 3 различных варианта этого торта есть на моем канале. Классическая молочная девочка, оригинальный рецепт из Германии, самый лучший, который уже тысячи набрал позитивных отзывов здесь на моем канале, кто готовил по этому рецепту. Также есть шоколадный вариант этого торта и карамельный. Сегодня же я показываю именно, как приготовить торт «Золотая молочная девочка», вот с такими нежнейшими золотистого цвета коржами, с очень нежным кремом. Крем я готовила в предыдущем видео, персиковый крем. Ссылку на крем я оставлю в описании к данному видео. Торт очень нежный, и сейчас я хочу показать вам, как и с какими ингредиентами я буду его готовить. Итак, для данного торта мне понадобятся привычные ингредиенты для торта «Молочная девочка», только вместо яиц целиковых я буду использовать только желтки для данных коржей. Поэтому и получится у нас нежнейшие коржи золотого цвета. Желтков у меня здесь 12 штук, весом 200-210 граммов. Также мне понадобится сгущенное молоко с сахаром, 8 грамм разрыхлителя, не больше, 400 грамм муки пшеничной. Сгущенка у меня здесь европейская банка, 397 граммов. Также у меня здесь 200 грамм растопленного сливочного масла. Замешивать все тесто я буду сегодня обычным венчиком. Разбиваем желтки венчиком, чтобы все пленочки у них разрушились. Это нужно сделать обязательно. И ввожу все сгущенное молоко. Также я туда добавляю все растопленное сливочное масло. Ни в коем случае не горячее. Оно должно быть комнатной температуры. Все это замешиваю обычным ручным венчиком, даже без миксера, даже без ручного миксера сегодня я буду делать эти коржи. Разрыхлитель я отправляю в муку. Больше разрыхлителя здесь брать нельзя, чем указано в рецепте мною здесь. Этот рецепт выверен уже годами, он очень-очень удачный, и больше здесь я не советую использовать разрыхлителя, потому что коржи на желтках очень нежные, и они могут от большого количества разрыхлителя просто ломаться у вас. И этого достаточно. Посмотрите, какое золотистое тесто у нас получается, очень красивое. И это тесто просто находка для всех тех девочек, кто занимается белковым кремом, меренгой, зефиром, суфле. И поэтому очень удачный рецепт. Именно всегда проблема, куда деть желтки. Вот желтки всегда у вас будут в пределе, если вы будете частенько выпекать именно данный торт. Вот такое тесто достаточно, оно густоватое получается. И обязательно с краев миски собираем все силиконовой лопаткой и вмешиваем в тесто, чтобы потом комочки муки или разрыхлителя не попались у нас в тесте, уже в готовых коржах. Духовка у меня уже разогрета на 200 градусов Цельсия. Верх-низ без конвекции, на среднем уровне я буду выпекать коржи. Здесь я использую силиконизированную пекарскую бумагу. Вы же можете также на силиконовом коврике это выпекать, также на тефлоновом коврике. Мне же просто удобнее здесь для видео вам показать. Я также их буду складывать друг на друга, не убирая их с пекарской бумаги. Потому что коржи достаточно липкими получаются, отходят они превосходно от пекарской бумаги потом. Вы можете пекарскую бумагу даже до 3 и до 4 раз потом использовать, если вы хотите именно на ней ее сэкономить и выпекать на ней коржи. Коржи наносим с помощью кондитерской палетки. Вы же можете просто даже с помощью ножа их вот так вот размазать. Коржи где-то 3-4 мм делаем, максимум 5. Но не тоньше, чем 3, потому что коржи на желтках самые хрупкие, самые нежные. Здесь у меня 21 сантиметр крышка у меня здесь от пластикового контейнера. И я по ней уже ориентируюсь. Из данного теста, из данного количества у меня выйдет 11 коржей по 21 сантиметру в диаметре.
Сейчас где-то 7 минут я буду выпекать корж вот до такого золотистого подрумянивания. И сразу же еще в горячем виде именно вот эти коржи, самые нежные на желтках, вырезаем уже горячими. По моему трафарету я это делаю острым тонким ножом. И не допускаем до того, чтобы он остывал, потому что корж начнет у вас обламываться. Вот этот момент очень важен. И таким же образом я выпеку сейчас все 11 коржей. Посмотрите, обрезочки совсем незначительные здесь остаются. Я люблю всегда так работать, потому что так ровнее всего получается. Посмотрите, какие воздушные у нас получаются коржи. Превосходно корж отстает от пекарской бумаги. Видите, ничего, никаких проблем с этим у нас не будет. И я буду их укладывать один на один, постилая их пекарской бумагой. Обязательно остужаем их перед тем, как положить корж на корж. Так вот у меня выпеклось 11 коржей. Я сейчас буду использовать только 10 для данного торта, так как остаток крема у меня уйдет именно на украшение верха торта, и поэтому 11 корж я не буду использовать здесь. Вы же знаете, что на 20 сантиметров в диаметре у вас получится 12 коржей. Крем к данному торту я готовила в предыдущем видео. Крем персиковое мороженое, нежнейший, тоже нежно-золотистого цвета, со вкусом и ароматом персика, очень сливочный и очень нежный, и прекрасно подходит к торту «Молочная девочка». Вот именно к этому торту «Золотая молочная девочка», самому нежному из всех вариантов торта «Молочная девочка». Собирать я буду этот торт даже без кондитерского кольца, потому что крем мой я готовила с добавлением 10 граммов кукурузного крахмала в пюре, и благодаря этому крем очень сильно стабилизировался. И когда вот у девочек очень жидкие сливки, жалуются, не бойтесь добавлять в сливки загуститель для сливок. Все виды загустителя, как правило, и содержат в себе кукурузный крахмал, просто модифицированный. И поэтому у вас превосходно будет держаться сливочная масса именно с загустителем. И таким образом я собираю весь торт. Если же вы новичок в этом деле, первый корж, чтобы вам распределить правильно крем, я советую вам отвесить именно на весах количество крема, взвесить весь крем и распределять уже непосредственно на весах этот крем, пока вы не сориентируетесь. Потом, когда уже вы наберетесь опыта, вы это уже сможете сделать на глаз. Конечно же, эти коржи можно испечь заранее, буквально за пару дней заранее. Убрать их обязательно в пищевой пленке, в холодильник. Их также нужно будет простелить между собой либо пергаментом, либо пищевой пленкой. И до месяца вы можете эти коржи хранить в морозильной камере. С ними ничего не случится. Больше месяца уже не советую. Они потеряют аромат и вкус. И это количество крема, которое я даю в описании к данному видео, как раз подходит на порцию теста, исходя из 2 банок сгущенного молока. Я его сразу выравниваю. И сейчас сверху я его хочу украсить остатками крема, так как я не использовала 11 корж. Насадка у меня здесь 1М, которым мы, как правило, всегда украшаем капкейки. Крем стабилизируется за счет добавления небольшого количества кукурузного крахмала. Смотрите, проходите по ссылке, смотрите, как я готовлю этот крем. Конечно же, вначале я выпекаю коржи, а потом только я готовлю крем, чтобы все было последовательно. И сейчас как раз у меня весь крем уйдет. Буквально у меня останется пару ложек крема. Внизу также я из остатков крема, из этой же насадки 1М отсажу бордюрчик. И все, и крем у меня весь уже закончился. Крема больше нет. Поэтому эта пропорция крема рассчитана на пропорцию теста, исходя из 2 банок сгущенки. Надеюсь, что я понятно объяснила. Сейчас каждую розеточку я хочу просто из распылителя с кондитерским золотом. Я хочу просто приукрасить, так как тортик у нас сегодня именно «Золотая молочная девочка». Хочется немножко, чтобы он и внешне соответствовал немножко своему названию. Торт у меня постоял сейчас в холодильнике где-то 1 час. И я его хочу сейчас по традиции уже разрезать и показать вам, как он выглядит внутри. Нарезается он превосходно. Он абсолютно хорошо держит форму. Все коржи очень хорошо просматриваются в торте. Он не превращается в кашу при нарезании, но в то же время он необыкновенно нежный,
ароматный и вкусный получается. И смотрите, вот я его надламываю вилкой, как хорошо в нем просматриваются даже после этого все коржи. Торт нежнейший и очень-очень ароматный. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших-больших успехов и до встречи в новых видео.